Вот 2 дня уже проходит такое резонансное мероприятие. Собраны такие, знаете, латентные симпатизанты из разных стран, релевантные спикеры собраны сегодня. Вот, и поэтому можно будет вынести такое хорошие рекомендации. Ну, вообще, конечно, анализ самого политического процесса на сегодняшний день показывает, что в калейдоскопе вообще как бы геополитических событий происходит, знаете, такие смена парадигм и мультипликация противостояний, да, на сегодняшний день. И вот мы видим, что здесь отчетливо вырисовываются такие нотки по переформатированию, по обнулению и вообще изменению нарратива вообще сегодняшнего устройства постсоветского пространства. Конечно, на сегодняшний день постсоветское пространство, оно как бы находится, является яблоком раздора. Это как мифические богини Гера, Афина, Афродита, они как лакомый кусок делят и Центральную Азию, и постсоветское пространство в погоне за ресурсами. И вот мы находимся в таком состоянии. Но мы не должны забывать, что мы живем на, знаете, таком, на переломе старого мира и выхода в новый мировой порядок. Новый мировой порядок, он несет 4-ю промышленную революцию, он несет 6-й технологический уклад. Мы переходим в мир с заваленным финансовым и валютным фондовым миром, да? Вот. И надо знать, что на сегодняшний день, конечно, неолиберальный дискурс уже прерывается, да? И современный мир сегодня находится на этапе такой вот перезагрузки. И вот в такой ситуации, когда наступает такой динамичный, различными такими событиями, насыщенными, и в этот период у нас происходит исторический разлом, когда заканчивается одна эпоха и начинается другая эпоха, но она неразведанная, она неизвестная, и что она несет, да? И в этой ситуации что для нас? Для глубинного государства, или как мы называем, для дипстейта, да, лучшим способом что является? Является такая политическая дестабилизация, создание предпосылок к социальным таким бунтам. Они будут голодные бунты, будут войны между, допустим, соседями. Это выгодно. Таджикистан, Кыргызстан, это водная безопасность, допустим, да. Приднестровье, Молдавия, допустим, да. Это будет война, это будет как бы, наверное, бытием уже человеческого вообще капитала. Но вот за эти 30 лет, да, вот постсоветское государство, во что мы превратились? Мы превратились в страну менеджеров, маркетологов, юристов и макетов. У нас так и не взрастился вот этот настоящий человеческий капитал. Действительно, вот вы говорите, что Молдавия первое место занимает по Нет, я имею в виду, вы говорите, Молдавия занимает постсоветское пространство первое место по коррупции. Нет, по коррупции я думаю, что все постсоветское пространство, оно стоит в одном ряду стоит. Потому что, ну, действительно, вот из-за коррупции и война, в общем, это вот все это началась, да, на Украине. Коррупция – это наша ахиллесова пята всего постсоветского пространства. Я так считаю. Вот надо сказать, что сегодня теперь вот наступают такие эпохальные времена наступают, в связи с чем? В связи с разворотом на восток, да? Наступает время Востока. И вот, допустим, сейчас Россия, Китай и Иран. И вот, конечно, здесь спешить, говорит русская пословица, если поспешишь, людей насмешишь, да? Но вот восточная коннотация, она имеет другую коннотацию. То есть спешка – это дело рук шайтана. Поэтому это не одного года разворот будет в сторону Востока. Если, например, здесь 2022 год Иран стучался в окно России, то
уже в 23 году, значит, Россия, она стучится в форточку Ирана. И вот эта вот эпоха Востока, и Китай, например, да, то, что давление НАТО, давление США на Китай, это наоборот улучшило взаимоотношения Китая и России. И этот экономический пояс Великого Шелкового пути, это самая лучшая, наверное, дипломатия, это мягкая сила, это soft power Китая, который тихо-тихо, тихим сапом, он, значит, дипломатически, с помощью публичной культурной политики, он делает интеграцию, большую интеграцию, это как аналог ВТО. Вот мы все, значит, Казахстан, он стоит, это мост, как бы он сердцевина, через которую проходит великий пояс экономического великого пути. Вот, и мы все понимаем поэтому, что возникающий мир сегодня требует таких новых инициатив, да, и если, допустим, говорить, что о России, то вот я говорила, что о коррупции, да, но России что мешает? Понятно, что вот Россия должна сегодня предоставить какую-то некую такую повестку, да, мирового характера. Но понятно, что этот режим, который существует сегодня в России, это сегодня кланово-олигархический, да, но он выглядит менее выигрышно, потому что они находятся под ударом ультраглобалистов находятся. И из-за этой невозможности достичь вот желаемого в политическом, ну, вообще в политике, да, то, значит, многие здесь впали в состояние фрустрации. Вот. И война в России стала новым бытием, в результате чего наступил как бы когнитивный диссонанс, наступил у многих здесь жителей России, да, и, естественно, исходя из этого пошли экзистенциональные такие проблемы, и когнитивный диссонанс пошел. Вот, ну, потому что преобладание двойных стандартов и изменение правил игры, они как бы являются драйвером движущихся таких факторов новых сценариев. Ну, потому что новые сценарии не построены заранее. Мы живем по сценарию, который уже был построен. И все это ломает вообще всю эту логические основы. А соперничество вообще как бы становится каким-то ключевым нарративом, треком, что ли, новой большой игры стал. И хотя все это новая игра, мы все понимаем, осознаем, что она основана на контроле за ресурсами и коммуникациями. Вот. И как тут не допустить нам великого разлома вообще всего постсоветского пространства, да? Ну, для этого нужна, наверное, что? Гуманитарная политика нужна, политика должна быть идеологизирована. И поэтому мне вот сегодня вручили вот эту книгу. Я вчера только подумала, почему нет национальной идеологии, да? Нужна идеология вообще. Как бы без идеологии ни одно высокоорганизованное государство не может перешагать. И поэтому, когда вот мне сегодня вручили национальную идеологию России, да, вы знаете, я просто хочу сказать, у нас на форуме очень много есть авторов таких книг, и у них не у всех одно и то же в этих книгах написано, так что это не то, чтобы такая, знаете, у нас уже признанная в стране идеология вот в этой книжке, которую вы показываете, это одна из версий, которая просто кем-то представлена.